Рекомендую сосредоточиться и слушать внимательно. Упустишь одну деталь и далее многое не поймешь. Я потратил 3 часа на вычисление эффективности дот-отрядов по урону. В этом мне помог лучший калькулятор урона. В таблице я сформировал более 200 различных дот-отрядов. Всех персонажей из этой таблицы можно поделить на 3 категории: дотеры, саппорты и сустейнеры. Сейчас пройдусь по каждому персонажу подробнее и покажу, какую сборку использовал при вычислении эффективности отрядов. Хо-Хо лучше всех в игре снимает союзников ослабления, сильно хилит, тем более дотеров, которые имеют относительно много скорости, то есть ее талант хилит тем лучше, чем чаще ходят союзники, ну и вливает энергию и силу атаки. Единственный минус – жрет много очков навыков. Поэтому в дальнейшем тесте я считал эффективность отрядов, где в одном случае Хо-Хо тратит 1 очко навыков каждые 2 хода, а в другом случае раз в 3 хода. Понятное дело, что если тратить 1 очко навыков раз в 2 хода, то это даст отряду больше живучести. Тем не менее, далее будет дан точный ответ на вопрос, какая из этих 2 ротаций лучше влияет на урон отряда. Лоча. В плане защитных функций он проигрывает Хо-Хо, но зачастую даже против самых сильных противников его отхила может хватать. Лоча хорош тем, что может вообще никогда не тратить очки навыков, а постоянно их генерировать, благодаря чему дотеры чаще используют навыки и дамажат больше. Наташа. В тесте она была без эйдолонов. Я добавил ее с целью посмотреть, как изменится эффективность урона дот-отряда, если у игрока нет ни Лочи, ни Хо-Хо, а только лишь слабенький сустейнер вроде Наташи. Вместо нее могли бы быть Рысь или Мартсем. Они тоже сравнительно слабее первых 2 сустейнеров. В тесте у Наташи была ротация 1 очко навыков раз в 2 хода. Ведь в реальной игре, чтобы она нормально защищала команду, ей придется часто тратить очки навыков. Конус дал ей этот, так как он вливает хорошее количество энергии, да и в целом его легко сделать с 5-м наложением. Дотеров я взял всех: Лебедя, Кавку, Гуй, Сампа и Луку. Хотя на самом деле Лука мне больше нравится в роли перца через урон пробития. Думаю, в этой сфере его потенциал раскрывается гораздо больше, чем в роли дотера. Тем не менее, в тесте он учитывается в роли дотера. Саппортов взял всех, кроме тех, что бафают крит дамагеров. Жуань. Лучший сап для дотеров из-за механики, схожей с заморозкой. Когда противник пытается восстановить стойкость, доты наносят урон, и ход он пропускает. Но следующий его ход наступает гораздо быстрее, из-за чего требуется меньше времени, чтобы доты сработали еще раз. Если кто не понял, механика заморозки и ульты Жуань Мэй позволяет дотам срабатывать чаще, от чего и увеличивается наносимый урон дотеров. Аста дает дотерам много скорости и силы атаки, а также для Гуй Найфэнь увеличивает огненный урон. При правильной сборке можно всегда использовать только базовую атаку и при этом гарантированно откатывать ульту за 3 хода, а также поддерживать все 5 стаков таланта. Таким образом, Аста всегда будет генерировать очки навыков и никогда не тратить их. Разве что в начале боя нужно будет 1 раз прожать навык, чтобы быстро получить все 5 стаков. Ну и конечно же, все это работает при условии, что постоянно будет хотя бы 1 противник с огненной уязвимостью. Иначе не получится всегда использовать только базовую атаку, а придется и навык. Еще Аста базовой атакой на противника накладывает небольшое горение, что поможет черному лебедю получать больше стаков аркана, а также Гуй Найфэнь своей ультой будет наносить капельку больше урона, так как ее ульта взрывает все эффекты горения. Ханья помогает регенить больше очков навыков, увеличивает наносимый урон всех дамагеров, а одному дамагеру дает дополнительную силу атаки и скорость. Тинь-Юнь бафает одного дамагера, дает ему энергию, которую он мог бы сам накопить только за 2 хода, дает силу атаки и баф элементального урона. А также бафнутый дамагер каждой своей атакой будет наносить дополнительный электрический урон, что хорошо сочетается с дотерами, ведь они ходят часто и этот урон будет срабатывать чаще. К сожалению, Тинь-Юнь бафает только одного дамагера, но все равно я добавил ее в тест, чтобы узнать, насколько она будет эффективна в сравнении с другими саппортами. У Тинь-Юнь конус шестерни, чтобы она 100% за 3 хода откатывала свою ульту. Серебряный волк срезает много защиты и немного сопротивления урону, что увеличивает не только весь обычный урон, но и урон пробития, включая доты от пробития стойкости. Пела просто срезает много защиты по всем противникам, в отличие от серебряного волка, которая срезает только одному. Далее в видео будут даны ответы на следующие вопросы. Кто лучше по отдельности, Кавка или Лебедь? Какой сустейнер лучше и почему? Какой саппорт лучше и почему? Насколько хороши пачки из 3 дотеров без саппорта? Ну и самое главное, какие дот-отряды самые дамажные?
Те, кто хорошо знакомы с калькулятором урона, знают, что нельзя доверять первой инфе, которую он выдает. В меру определенных причин, вдаваться в которые я сейчас не буду, иногда калькулятор выдает результат с ощутимой погрешностью. Чтобы максимально этого избежать, я и потратил 3 часа, чтобы собрать больше инфы, а именно вычислил эффективность каждого из 200 отрядов в 4 разных ситуациях, а затем посчитал среднюю эффективность. Именно эта средняя эффективность в какой-то мере помогает избежать излишнего несоответствия результатов калькулятора с реальностью. Кто лучше по отдельности, Кафка или Лебедь? Если с таблицы взять все варианты отрядов Кафки, в которых не присутствует Лебедь, то есть Кафка со всеми вариантами дотеров, всеми вариантами саппортов и сустейнеров, а таких отрядов около 90 штук, то средний рейтинг составит 9700. И теперь, если взять все те же отряды, но заменить Кафку на Лебедя, то есть теперь Лебедь будет главным дотером вместо Кафки, тогда средний рейтинг всех этих отрядов составит 9000. Вывод. По отдельности Кафка немного сильнее Лебедя, но разница даже не средняя, а малая. Какой сустейнер лучше и почему? Напоминаю, Хохо участвовала в расчетах по 2 раза. В одном случае она играла через ротацию 1 навык в 2 хода, в другом случае 1 навык раз в 3 хода. Лоча не использовал навыки вообще, а Наташа 1 раз в 2 хода. В результате выяснилось, что в плане урона дот-отрядов почти нет никакой разницы между Хохо и Лочей. Наташа немного ниже по рейтингу, но ключевое слово здесь «немного». Вывод первый. Хохо без разницы через какую ротацию играть. Она может тратить 1 очко навыков хоть раз в 2 хода, хоть раз в 3 хода. На итоговый урон отряда это почти никак не влияет. На самом же деле лучше использовать раз в 2 хода, чтобы давать отряду больше живучести. Вывод второй. Хохо и Лоча одинаково влияют на урон дот-отряда, но в плане сустейна Хохо и лучше снимает ослабление союзников и сильнее хилит, поэтому Хохо будет более сильным выбором. Жалко людей, которые выбивали и качали Лочу, а в итоге пришел более сильный Перси ему на замену. Хотя разница не так уж велика, но все-таки живучести Хохо дает больше. А если речь идет о виртуалке, в которой через диковины, благословения и другими способами можно регенить больше очков навыков, чем обычно, то в такой ситуации Хохо становится еще более выгодной, чем Лоча. Вывод третий. Наташа и остальные относительно слабые сустейнеры, такие как Рысь или Мартсем, вполне могут присутствовать в дот-отрядах. Используя 1 очко навыка в раз в 2 хода, урон дотеров станет немного ниже, чем с Хохо или Лочей. Какой саппорт лучше и почему? Как можно заметить, средний рейтинг отрядов самый высокий, когда в роли саппорта Жуань Мэй, причем с ощутимым отрывом от всех остальных саппортов. На втором месте Аста, но при условии, что на поле боя будет противник с огненной уязвимостью. Ну и конечно же подразумевается, что у всех 4-звездочных персонажей в этих вычислениях есть все 6 эйдолонов, за исключением Наташи. Почти такая же по эффективности как Аста является Ханья. Недалеко ушла Тинь-Юнь, еще чуть ниже Пела, а Серебряный Волк и вовсе просела, все-таки для дотеров она не очень. Насколько хороши пачки из 3 дотеров без саппорта? Всего существует 9 разных дот-отрядов без саппортов, в которых по 3 дотера и 1 какой-то сустейнер. На графике видно, что в среднем самые дамажные отряды состоят из сочетания Кафки с Лебедем. На втором месте отряды Кафки без Лебедя. И на третьем отряды Лебедя без Кафки. Если взять все эти отряды без саппортов и сравнить их с дот-отрядами, в которых присутствуют саппорты, то увидим такую картину. Самые дамажные отряды это те, в которых саппорт Жуань Мэй. На втором месте все 3 отряда, в которых есть Кафка с Лебедем и еще одним дотером. Затем дот-отряды с Астой и Ханьей. Ну и дальше сам видишь. Вывод. Отряды без саппортов, а с 3 дотерами хорошо дамажат, когда в них присутствуют и Кафка, и Лебедь. Отряды с Кафкой и без Лебедя показывают средний результат, а с Лебедем и без Кафки низкий. Ну и самое главное, какие конкретно дот-отряды самые дамажные. Для этого мне достаточно отсортировать средний рейтинг по убыванию, и теперь ты можешь либо поставить на паузу, пока я скроллю, либо перейти по ссылке в описании и найти эту таблицу в папке «Персонажи». На первом месте расположились отряды, в которых Кафка вместе с Лебедем, саппорт Жуань Мэй, а сустейнер даже Наташа сгодится. Также высоко расположился отряд, где саппорт Аста. В основном самые дамажные отряды требуют наличия Кафки, которую часто можно встретить с Лебедем. При таком сочетании не обязательно иметь Жуань Мэй. Даже Аста с Ханей показывают отличные результаты. Правда, сустейнер там либо Хохо, либо Лоча.
Если понравилось видео и у тебя есть желание поддержать меня, то ты можешь либо задонатить, либо оформить месячную подписку через сайт Buy Me a Coffee. Это аналог Boosty. Какого-то особого контента для платных подписчиков у меня нет, это просто если есть желание поддержать мою деятельность.